Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу с вами поделиться процессом создания вот таких шикарных бантов на елку в красном цвете. Процесс сборки средней сложности, так как придется нашить много бантиков, но результат того стоит. Я очень надеюсь, что видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Для создания одного банта потребуется атласная лента шириной 5 см красного цвета. И теперь озвучу размеры отрезков ленты. 4 отрезка по 26 см, 2 отрезка по 20 см, 1 отрезок 24 см и на низ банта 2 отрезка по 22 см. Материалы и инструменты, которые понадобятся. Соединять банты я буду с помощью горячего клея. Также понадобится зажигалка, нитка с иголкой, ножницы двух видов и отвертка. Обязательно сантиметровая лента, зажим для банта и кабошон я буду использовать вот такого плана. Все ссылки на материалы я оставлю в описании под видео. Также потребуется кусочек ленты для закрытия зажима, зажим в длину 5,5 см. Для соединения бантов между собой я буду использовать тесьму золотого цвета шириной 0,5 мм. Также буду использовать вот такого плана тесьму для придания красивого вида с обратной стороны банта. В длину этой тесьмы мне потребуется 2,5 см. В качестве дополнительного декора я буду использовать цепь со стразами шириной 2 мм в золотом цвете, 2 отрезка по 11 см. Весь процесс сшивания бантиков я показывать не буду, а хочу вам показать только самые важные моменты, которые не стоит упускать при создании бантов. Напоминаю, перед тем как сшивать бантик, обязательно отрезок сначала сложите напополам, таким образом вы отметите середину. И одинаковыми стежками соедините отрезок. Следующий момент касается нижней части бантов. Каждый из отрезков по 22 см я соединяю вот таким образом. И ни в коем случае их не складываю напополам. Если вы их сложите напополам, произойдет залом ленты и внешний вид потеряется. И вот такие действия с обрезанием лишних ниток и опаливанием зажигалкой я проделываю со всеми заготовками из лент. Все заготовки для банта готовы, и теперь давайте приступать к сборке. 2 отрезка по 26 см я соединяю между собой посередине. 2 отрезка по 26 см я соединяю между собой, накладывая их друг на друга. При этом нижний отрезок нужно, чтобы выглядывал чуть-чуть из-под верхнего. Теперь их можно соединить между собой. Последние 2 отрезка я накладываю на середину первых отрезков. Теперь берем отрезок в 24 см и приклеиваем его в образовавшееся место после склейки первых отрезков по 26 см. Вот так должна выглядеть на этом этапе ваша заготовка. Далее продолжаем сборку. Теперь берем отрезки по 20 см, соединяем их между собой таким образом. Накладываем их друг на друга, при этом верхний бант находится на середине нижнего банта. И далее приклеиваем их на середину нашей заготовки банта. Бант почти собран, и далее нужно закрыть некрасивый шов на нем и укрепить с помощью тесьмы золотого цвета шириной 0,5 мм. И следующий этап, который нужно сделать, это прикрепить цепь со стразами с обратной стороны банта. Крепить цепь я буду с обратной стороны с помощью горячего клея, а вот с лицевой стороны буду клеить с помощью клея B6000. Для того, чтобы приклеить цепь со стразами на атласной ленте аккуратно, я буду использовать для этого отвертку и переверну бант вверх ногами. Отвертку я засовываю вовнутрь ленты. Затем на это место наношу клей и добавляю цепь со стразами. Клея наношу несколько капель из расчета на 3 звена цепи. Благодаря тому, что у атласной ленты есть поддержка в виде отвертки, клей
клей ляжет ровно и, соответственно, цепь тоже. Так ваша работа получится аккуратно и без лишних движений. Точно таким же способом я приклею цепь со стразами на вторую сторону банта. Пока бант откладываем в сторону для того, чтобы клей схватился с поверхностями. За это время соединим нижние части банта горячим клеем между собой. После этого нужно закрыть цепи с обратной стороны банта тесьмой шириной 0,5 мм. Я делаю это для того, чтобы все поверхности между собой хорошо держались и также для опрятного вида. И теперь можно добавить низ бантов на то место, где заканчиваются цепи. Теперь с помощью тесьмы Шанель длиной 2,5 см я закрою концы от нижних заготовок. Благодаря этому с обратной стороны бант тоже будет смотреться аккуратно. Осталось к банту добавить только зажим и кабошон. Начну с зажима. Наношу клей на зажим и сверху накладываю атласную ленту того же цвета, что и бант. Лишнюю ленту отрезаю ножницами и края обрабатываю зажигалкой. Перед тем, как приклеить зажим к банту, сначала я его примеряю на то место, куда буду клеить. Наношу тонкий слой горячего клея на зажим и присоединяю к банту. Делать все нужно быстро, так как горячий клей очень быстро высыхает. Но и, конечно, аккуратно, так как клей может вылезть за края зажима. И еще хочу упомянуть про один важный момент. Цепь со стразами тяжелая, а атласная лента легкая. Из-за этого бант может опадать. Поэтому на верхний край банта нужно нанести немного горячего клея. Теперь этот край банта немного приподнять и приклеить к соседнему банту. Так нужно сделать с каждой стороны. И после этого можно приклеивать кабошон. Ну что же, и на сегодня это все. Я очень надеюсь, что видеообзор был для вас интересным и полезным. И далее в видео я поделюсь с вами, как набор из 4 бантов смотрится вместе. Банты вместе смотрятся шикарно и празднично. И, кстати, 2023 год – это год кролика, а кролик очень любит красный цвет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой вариант декора бантов на елку. Буду ждать от вас обратную связь, и если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!